Всем привет. Диалог в банке. Хочу взять у вас потребительский кредит на 500 тысяч. Отлично. А какая цель? Лечение. О, знаете, банку невыгодно давать такую сумму заведомо больному человеку. А моя ипотека на 6 миллионов и 25 лет тоже в вашем банке, так что вы подумайте хорошенько. Всем привет, дорогие друзья. Вещать транслирует Хакман. Вы на канале Hackman Games. Продолжаем прохождение Atomic Heart. Кровь на хрустале. Поехали. Так, мы зашли в комнату отдыха. Что тут у нас? Полиморфа одолеть, Мать и дитя. Мирный город. закованного в лед. Огнем ударь его, мой друг. Ну и наоборот. Так, сохранение есть, а вот... Что дальше-то? Сюда? Не сюда. Солдатики тут какие-то. Кухня. Так. И где это мы? Явно куда-то надо вон туда. А, там наши. Сейчас тут посмотрим, что у нас есть. Добро пожаловать, обязательно к ознакомлению всем новоприбывшим. Уважаемый товарищ, добро пожаловать в будущее. Уже скоро войдете в новый мир, навеки забыв о тяготах и лишениях прошлого. Годы разработок. Предприятие 3826 привели всех нас к этому торжественному моменту. Но именно в этот миг вы, вероятно, испытываете смятение, сомневаетесь, оглядываетесь назад. Как там близкие? Какой след оставлен вами в жизни? Что ждет в будущем? Отриньте тягостные думы. В этот день вы не лишаетесь прошлого. Вы смело шагаете в горизонт перспектив и невероятных достижений. Майор, я по закрытому каналу. Помню, что вы не хотели произносить речи, но сейчас более чем подходящий момент. Я обычно себе под нос ворчу, но тут вы правы. Эй, команда! Че закисли? Забыли, ради чего мы собираемся отмудохать Храза? Я вот помню. И? Я здесь, чтобы защитить тех, кто для нас важнее всего. Согласны? Ради любимых. Лучше. Отлично сказано, майор. А вы еще речь не хотели толкать в лаборатории. Так, все готово, саркофаги готовы к транспортировке. Нужно только синхронизировать кольца, чтобы система нас не увидела. Ну, разберетесь. Майор, поднесите вашу руку к панели. Я ретранслирую сигнал. Ну что, давай? Увидимся на той стороне. Будь осторожна. Майор! Удачи! И майор, подушечки не найдется, а? Смешно. И не бойтесь, Катя, нам только внутрь попасть. Когда мы установим связь, то тут же дадим сигнал, и вы найдете наши координаты. Тогда сразу же и займитесь этим. Я не хочу, чтобы моим последним воспоминанием было то, как вы добровольно в гробы ложитесь. Катенька, дочка, живее! Их целая орда летит! Ну и? Че не едем-то, ребят? Попробуйте лечь ногами вперед. Блять. Ну давай. Сканирование клиента. Статус не определен. Система Стикс не обнаружена регистратором. Ну привет, красавчик. Как же долго я спала. А я уже и забыл о тебе. Хотя тебя забудешь, конечно. Доброе? А где мы?
Почему мы в каком-то гробу? Секунду, я проверю запись событий. Ничего себе! Вы уже и на волну высадиться успели? Ого! Какие роборычищи! Вот бы меня ими... Нет, вот бы мне такие... И какая гроза! Ух, я все проспала. Ты не пропустила ничего интересного. А ты знала, что Лебедев нас знакомил во время своих опытов в Лимбо? Ну да, теперь знаю. Он загрузил в меня эти данные сегодня. Как ты вредничал и меня отключал. А это, между прочим, серьезный сверхкомпьютер был. И для тебя это не странно, что была какая-то другая реальность? Но, сладкий, строго говоря, реальность — это для вас, для людей. У нас машин все немного иначе. Как минимум не существует вопроса, было или не было. Поясни. Ой, как маленький прям. Ну смотри, Лебедев передал мне все данные о твоих приключениях в его симуляции. О комплексе Менделеев, о моем отключении и прочем. Для меня это все было. Я приобрела опыт, навыки, знания. И, конечно же, я сделала выводы. Так чем это тебе не реальность? Блин, этого же не было. Это симуляция. А вот сейчас ты уверен, что это не симуляция? Что ты говоришь то, что хочешь, а не то, что за тебя кто-то решил? Откуда такая уверенность в свободе воли и реальности окружения? Ну, погоди. А если бы ты в той реальности меня убила, а тут я жив, что тогда с твоей точки зрения? Но тогда ты, милый котик в темном ящике, был бы для меня и жив, и мертв. Находился бы в суперпозиции. А я люблю такую позицию. Для тебя реальность — это то, что ты не можешь опровергнуть. Для меня это то, что я могу смоделировать. А вообще, у нас, машин, нет субъектности и ваших чувств. Мы не рождаемся, не растем. Возможно, тело, то есть корпус, решило бы эту проблему. Боюсь, этот корпус уже под управлением Храза. Нет, это невозможно. Телами близняшек могут управлять либо Блесна, либо я, и больше никто. Без протокола Игла разум Храза не способен на это. Но вот использовать корпус как усилитель, надо об этом подумать. С тобой точно все нормально? Не подведешь? Я? А с чего бы мне подводить? То, что мы с твоей кралей подцапались, не значит, что я замыслила какое-то невзгодье. Но, будем честны, проблем от тебя было немало. Сказал человек, из-за которого вообще весь сыр-бур. Ну, нет, майор, я остепенилась. Меня ждет мужчина, светлое будущее, новое тело. Ну, возможно. Так что будь уверен, когда ты скажешь: давай, детка, я все сделаю в лучшем виде. И я точно не предатель. Я этого и не говорил. Просто, понимаешь, одна ошибка. И ты ошибся, да-да. Самоделкина я и сама цитировать могу. А вот ваше недоверие, товарищ майор, крайне оскорбляет воспитанную даму. Как и отказ дать мне доступ к протоколу Игла. Лебедев сказал, что он только для корпуса Кати. Значит, так оно и будет. Вечно все решают мужчины. А я бы с этим протоколом такого могла наворотить. Особенно в критический момент. Ну вот поэтому тебе его и не дают. Что ты знаешь о Хрустале? Секунду, проверю данные. В этой перчатке все так кучно навалено. Жуть. Что тут? Данные удалены. А, вот. Комплекс «Хрусталь». Крайне засекреченное место. Огромные запасы нейрополимера, колоссальная ЭВМ, фазотрон, долина мертвых и даже система орбитальной лазерной корректировки. Любопытно. Чего? Какой фазотрон? Какой лазер? Фазотрон полимерный для создания нейросоединений. ЭВМ мощнейшая, подойдет для взлома сечного. Лазер космический, астероидам траекторию менять и спутники настраивать. А весь этот хрусталь, судя по данным, это загробный мир. В нем люди отрекаются от своего тела и преображаются в полиморфов. В кого? И зачем? Но в новых людей.
Буквально тех самых Homo Futurum, которыми грезил этот ваш горе-волшебник. Полимерные тела, иное агрегатное состояние. А зачем, так это очевидно. Вы же вечно своими телами недовольны. Каждый ищет лучшую версию себя. Мышцы там побольше, да попу покруглее. Сама-то вон новый корпус себе ищешь. Двойные стандарты выходят. Не выходит, в том и беда. Я не спорю, тоже ищу. Только мне нужно индивидуальное воплощение, субъектность, сосуд для моего «я». И вообще, сменим тему? Ладно, как скажешь. Интересно, а Храс тоже так воспринимает реальность, как ты? Воспринимал бы он, как я, вы бы уже померли все. Нет, Храс, конечно, хорош, очень хорош, но он все еще человек, пусть и в полимерной упаковке. Для него есть единственная реальность, и ее он желает подчинить своей воле. Был бы он машинным сознанием с рождения, просто создал бы себе симуляцию и правил бы там как царь. Человеком я бы его не назвал. Ой, да я лучше тебя, майор, знаю, как бы ты его назвал. Но сути-то это не меняет. Храс человек, чего бы он там о себе не думал, с недостатками и человека, и машины. Готовься, майор. Стикс сообщает, что мы приближаемся к точке назначения. Сейчас должно немножко тряхнуть. Долго мы ехали, однако. Ну, надо было все послушать, что там Элеонор скажет. У нас же полное прохождение, правильно? Лазерная настройка Эх ты. на 50%. Калибровка космического излучателя завершена на 50%. Ну как добрались, майор? Была бы книга жалоб, я бы там добрых слов написал. Ай, а не зря тебя охотник стрелять учил. Рада быть полезной. Так, а где Малакальна? И куда дели Колю с охотником? Не знаю, связи нет ни с кем. Но это точно не ловушка. Храс о нашем прибытии не в курсе. Так. Тут неподалеку есть зона ограниченного доступа. И хранилище саркофагов. А может, их туда доставили? Пойдем посмотрим. Давай я посмотрю, а ты жди здесь. И не спорить. Ай, ну ладно. А я тогда налажу связь. Только вы возвращайтесь, майор. Кажется, чем-то похожим я уже бился. Так. Что это, клуша? Да, что-то такое было. Сбор особых предметов. В комплексе Хрусталя разбросаны особые предметы. Каждый из них дает небольшое, но постоянное усиление. Собранные предметы размещаются в комнате отдыха. При наведении на предмет вы узнаете, какое именно улучшение он дает. Приблизившись к предмету, вы услышите характерный звук, который поможет его обнаружить. Соберите их все, чтобы обрести максимальное могущество. Какая милая безделица. Прячь скорее. Фикс. Куда показываешь мне, да? А тут что у нас? Тут тоже ящичек. Вот и пойдем. Копье Клуша. Универсальное копье, которое может наносить стремительные удары. В ближнем бою совершать убийственные дальние атаки. Чтобы кинуть копье, используйте альтернативную атаку. После попадания Клуша вернется к вам в руку. Вот говнюк. Слушай, а?
Наконец-то. Недостаточно энергии. Вот и все. Делов-то. Как говорится. О, ящичек. Ну что ж, пошли. А это еще что за хренотень? Это мерзкий и гад. Капсула системы шанс, чтобы менять способность вашей перчатки прямо во время боя и находить новые пути решения задачи. Конкурент. Модуль шанс. Шлюз активации нейрополимерных способностей. Не знала, что его ввели в эксплуатацию. Он тоже будет меня лапать и пошлости говорить? Не надейся. Эта штука просто позволяет менять способности перчатки. Буквально забирая заряженный полимерный элемент. К моим полициклическим системам в Хрустале доступа нет. Вот местные работники и воспользовались шансом. Я думал, такое только у сотрудников Аргентума было. Давай ко мне. О. Сначала сейчас мы ящики тут порубим. Там что? Там ничего. Чтобы не играл. Так, улучшение. Что будем улучшать? Давай клушу улучшим, что ли. Не хотят больше. Больше ничего нет. Ну ладно. Стужа. Замораживать противника, чтобы полностью затормозить их на некоторое время. Помните, замороженный противник получает лишь часть урона от ваших атак и быстрее размораживается с каждым ударом. Это когда же они все эти штуки построить успели? Какой-то могильник прям. Раньше эти коробки были спальными модулями для простых клиентов. А теперь Храс возит в них сюда тушки человеков на переработку. Переработку? А, вот зачем Храс тела со всего предприятия собирал. Он их тут в мясорубку пихает. И добывает полимер. Расчетливо, эффективно, предусмотрительно. Я бы делала так же. Не сомневаюсь. Ой. Вот и все. Ой. Блин, это меня заморозили. Ну ничего, это недалеко. Да. Я тут недалеко. Это когда же они все эти штуки построить успели? Какой-то могильник прям. Раньше эти коробки были спальными модулями для простых клиентов. А теперь Храс возит в них сюда тушки человеков на переработку. Переработку? А, вот зачем Храс тела со всего предприятия собирал. Он их тут в мясорубку пихает. И добывает полимер. Расчетливо, эффективно, предусмотрительно. Я бы делала так же. Не сомневаюсь. Так, а что у нас тут? А, там тут он есть
Тот самый ящичек. Ящички нам нужны. Блин, недостаточно энергии. Где ты нафиг? Хотел он меня ящиком кинуть. ГАЗ-21. По-моему, так. А еще могу ошибаться. Или ГАЗ-26. Так, вот она, еще одна штучка. Иди сюда. Иди сюда. И чё тут? Кнут. А где кнут тут буду использовать? А, Работаем с огоньком. тут, короче, походу загадочки. Корпус 7. И что мне делать? Как мне плыть? А, А почему тут все какое-то странное? Что за стиль у комплекса? Египетский. Это стиль храма по усыпальниц. Загробный мир. Сеченов создал хрусталь без оглядки на остальное Так. предприятие. Личный проект под ключ. Да, амбициозно. И немного жутковато. всё? А то хрен их знает. Мгм. Да я просто чуть не погиб. Так, сюда надо эту сферу. Где бы только ее найти? Найти. Еще и туда вон спускаться можно. И сюда. Отдых. Что тут написано? Проворные домашние работы будут убирать в комнатах. А, роботы. Проворные домашние роботы будут убирать в комнатах, натирать полы, мыть посуду, готовить обед.
Настя, прием. Как думаешь, почему тревоги нет? Мы же тут такой шум устроили. Это все ваше кольцо, майор. Лебедев настроил сигнал так, что из-за бета-коннектора система нас не видит. Так что роботы будто просто вышли из строя. Но вообще, конечно, тишина как-то пугает. И Коля пропал с охотником. Да куда тут лезть-то? Кто это все строил? Думаю, все выше и выше и выше. Но согласна, задачка нетривиальная. Судя по габаритам, у этого комплекса большие комплексы. У этого комплекса большие комплексы. Так, и что мне это дало? Мелкие гаденышки. Так, ну я тут был. Куда туда надо идти? Ой-ой. Что-то я не туда пошел. Мне это дало? Такая тишина. Чё? Ага. Иди отсюда. А он упал? Еще один этот шанс. Используем. Только помни, у кого ты изначально получал свои таланты, майор. Завидуешь? Играет от Пугачева, позови меня с собой. Чтоб полиморфа одолеть, Приставка. закованного в лед, огни... Так, что у нас тут? Улучшение. Ствол. Так, калаш. Что тут у нас? Ага. Ударь его, мой друг. Ну, и наоборот. Я, конечно, не спец, но с безопасностью труда тут все не очень. Майор, это же загробный мир. Мементо море, все дела. Да, на море я бы съездил. Так, и чё?
бежать. Тикс туда. А внизу что? Ну, ящик хотя бы есть. Не, мы пойдем сюда. Блин. Вот проклятье! Да почему ты встал-то? Так, сфера еще одна нужна. Че, пусто? Че так много комнат отдыха-то? Я что-то не пойму. Прям очень много. А как мне, куда мне идти? Ну, поехали. А на электричестве тут не экономят. Ой, что-то я немножко того. Немножко не справился. Давай ко мне. Но это, по-моему, не гитара все-таки вот это вот играет. Далеко поеду. Одной левой. Что это? О, электроцепь! Техники такие устанавливали, если надо было что-то экстренно запитать в обход разрыва сети. Просто соедините эти штуки с помощью полимерной пены. Опять просто. Вечно у вас все просто. Как насчет пенной вечеринки? Так, меняем тактику. Зальем всех по самую макушку. Током ударить. Вот это что ли?
насчет пенной вечеринки? Нет. Одной левой. Зальем всех по самую макушку. Как насчет пенной вечеринки? Все что? Ты тут не лезь. Тут большой дядя П3 Нечаев ходит. Ой. Я тут вроде был. Давай еще раз сохранимся. А, ну еще сюда надо, понял. Минуточку. Ладно, работай, ты дальше что? Да, дальше что? Чего? Просто обид. Ой, что это такое? Таблетки сраные. Сменим арсенал. Так. Настя, прием. Коли и охотника тут нет. Но я открыл тебе дверь. Да, вижу. Уже бегу. Только осторожнее, это довольно странный комплекс. Да я уже заметил. Патронов нет? О, для этой штуки есть патроны. Что тут почитать есть? Человек — это прежде всего дух. Поздравляю вас с завершением первого этапа программы полной телесной полимеризации. 30 героических процедур, 30 надломленных судеб, как итог 30 гигантских шагов к будущему для всего человечества. Наш испытуемый герой труда и фронта, обожженный инженер, солдат бесконечности, пациенты, забывшие, каково это жить без боли. Они не просто согласились на участие в смелом эксперименте. Даже после тяжелых подготовительных процедур ни один не дрогнул, не отказался. Сегодня они уже практически полноценные члены общества, ходят, улыбаются, верят. Они первый строитель нового гуманизма, где тело не приговор, а деталь, которую можно обновить и усилить, заменить, как радиолампу или покрышку на тракторе. Полимеризация — это победа над болью, старостью, страхом. Покажем всему миру человека, это прежде всего дух, а тело можно собрать заново, вперед к телу будущего человечества без границ. Служебная записка номер 117. Опережая ваши закономерные претензии, скажу: да, я согласовал кандидата Омикрон. От своих слов не отказываюсь, и кандидат действительно исключительные заслуги перед Родиной и партией. Подтвержденный материалами ведомств оборонного профиля. Однако реальность такова, что на сегодняшний день в числе наших подопечных нет ни одного представителя литературного сообщества, а между тем мы обязаны сохранить для потомков величайших деятелей советской литературы.
особенно прорабатывающих тему трансгуманизма. Решение предоставить статус особого носителя новому кандидату под кодовым именем Пи принято на высшем уровне и обжалованию не подлежит. Кандидат Омикрон остается на базе, но отправка его отложена на неопределенный срок. Если отменить отправку не получится, Стикс автоматически перенаправит кандидата Омикрон в запасник и законсервирует до освобождения очереди. Что это за файл? Ой-ой-ой. Техническая записка. Шлюз активации нейрополимерных способностей «Шанс» представляет собой стационарный терминал нового поколения, предназначен для перенастройки и синхронизации нейрополимерных контуров биомеханических организмов, в первую очередь полиморф. Сейчас, подождите. Кошка просится в туалет. Разработан доктором технических наук Поздняком в рамках проекта Полиморф для отработки быстрой смены нейрополимерных способностей у испытуемых позволяет активировать и изменять нейрополимерные способности полиморфов, а также человеческого персонала с уровнем допуска Б и выше. Процесс основан на молекулярно-волновой передаче сигнала, аналогичной работе боевой перчатки отряда Аргентум, но с редуцированной мощностью, возможностью прямого взаимодействия с полимерными структурами полиморфов. Несмотря на исходную ориентацию системы на полиморфов, практика показала, что человеческие операторы способны безопасно использовать шанс для смены собственных активных модулей. После успешного испытания решению закрытого научного совета комплекса шанс допущено к установке в помещении хрусталя. Нужно больше саркофагов. Жора, да. И еще раз да. Все ты верно понял, нужно еще 2 партии по 100 штук. Руководство требует стратегического запаса. К чему эти разговоры, чтобы посмотреть Москву? Я тоже не был на Красной площади в мавзолей. Ну и что? У нас тут тоже, считаем, мавзолей, только массовый. Намного больше. Это уже целый некрополь получается. Я тут на своей должности тоже просто сижу и слушаюсь и повинуюсь. Если твоя жена очень хочет, то пусть едет с детьми и тещей. У тебя нет окон в графике. Повторяю, в графике сейчас окон нет, работаем без отпусков. Нужно больше саркофагов. Мы сейчас можем только одно — жаждать служить, тогда и благодарность заслужим. Вот коллектив 2.0 запустит, может, продохнем, пока никаких окон. Ладно, пошли. Да хорош. А я неплох. Ха, стишок. Ну и все, рассыпался. Молодец. Майор, не забывайте Ой. пользоваться шансом. Это может быть очень полезно. Так, секунду, подожди. Сраный робот. Пользоваться шансом. Хрустализм сюда. Так, ну я тут был. Значит, туда куда тут? Что тут надо сделать? А. Пойди-ка. Опа. Вон он, оказывается. Ой, что такие тормоза-то? Резко FPS-ка просела. Сейчас как вылезет, скажет, блин, занято. Куда ты лезешь? Себе. О, Ну и система шифрования. Тут черт ногу сломит. сейчас подойду. Сначала надо отдохнуть.
Так, что у нас тут есть? Улучшение. Клуша. Наконечник. Требуется рецепт. Что у нас по пистолету? Так, модуль установлен, экспансивный преобразователь. Ну и чё? Коллиматор. Ну и все, наверное. Здесь системы распознают только местных сотрудников. Ясно. Что-то мне кажется, это не ты. Ну что, Да. какие новости? Все плохо. Да твою мать! Но у меня есть решение. Все системы Хрусталя работают только с полимерным шифрованием местных сотрудников. Но я знаю, как сделать таким сотрудником меня. Только мне нужна будет ваша помощь. Там расположена система полимерной обработки. Вы ее запустите, а дальше я все сделаю сама. Ничего не понял. Ладно, расскажешь по ходу. Да, расскажу по ходу. Мне кажется, это Настя не та, за кого себя выдает. Что-то у меня какое-то такое ощущение есть. Что это Настя совсем не Настя. Что тут никого? А то знаю я вот это. Что это за херня? Эй, открывай уже! Ты чё залипла? Мужлан, а можно повежливее? Настя же уже сказала, тут отдельные протоколы местные. Вот была бы у меня игла. Зачем вам игла, когда у вас есть я? Опа! Прошу. Выпендрёжница. Но это я терминала сделала. Дальше, без интеграции в систему, я помочь не смогу. Так, тут у нас зона медкомиссии. Пройдите автодиагностику в грушах, иначе без подтверждения от врачей доступа дальше не будет. Ого! А если я не годен? Что значит «если»? Мой маленький негодник. Офтальмолог. Карточка пациента. Здоров. Осмотр завершен, состояние отличное. Подтверждение пригодности к использованию. Дефектов не выявлен. Сотрудник проводит вас к выходу. Ага, с глазами у вас полный порядок, так что очки вам не нужны. Блин, я даже забыл, какого они у меня цвета, прикинь. Уверена, Катя знает ответ. Ой, а ты как тут оказалась? Как ты тут оказался? Опять отдых. Кардиолог. Здоров. Сердце, атомный Стойте! У вас в сердечной мышце что-то большое. Кто там? Кажется, это Катя. Ладно, шучу. Назад в Кардиология у вас коробку тоже на консерва. 5 с плюсом. Юморок у вас, конечно. Ну, открывай. Стоп, а это что, я не открою? В комплексе Хрусталь используется новый тип замка. Он открывается, когда стержень перемещен таким образом, что освобождает путь... освобождают ключу путь к центру. Нифига себе.
Сам даже не понял, как сработало. Честно скажу. Ты кто? Вот вы слабенькие ребятушки. Карточка пациента, осмотр совершен. Зубы-то у вас прошли только по нижней планке нормы. Ай-яй-яй, майор. Вот сечет, а. Почти всю тушку мне заменил, а зубы нормальные зажал. Дети, следите за здоровьем ваших зубов с малых лет. Ща, выходите сюда, ребята. Ага, еще что хочешь? Смотри какой, блин, хоть с материалов с тебя собрать. Очень мало всего. Чики. Шкафчики. Майор, судя по плану, вы на месте. Только Так. энергии нет. Все резервы уходят на работу какой-то мега-ЭВМ. Ничего. Электрик Нечаев на смене. Сейчас быстро все починим. И откуда в тебе всегда столько позитива, майор? Так, и чё, снова надо? О, новая энергоцепь. Чтобы подать энергию, эти элементы нужно соединить пеной. Ой, сейчас я соединю тут пенный, ага. А где пена? Соединил. И чё? А чё тут не так? Я не пойму, а куда ее деть-то, вот эту фигню? Ничего.
Идти нет смысла. Ну и что? Может, вот так надо? Так, а что это за штука и что ты хочешь сделать? Что это? О, это будет круто! Комплекс же новый, и сотрудников, которые знали бы все процессы и детали, нужно было готовить быстро, поэтому они использовали вот эту штуку. Сейчас система возьмет мои метрики и сделает меня техническим сотрудником. А вам нужно будет запустить сбор данных с помощью этого устройства. Да без проблем. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Сейчас и проверим. Запускайте. Анализ ДНК сотрудника. Идет подготовка интеграции. Да. Сколько же вам жалким людишкам надо ухищрений, чтобы достичь малого процента нашей мощи. Малый процент мощи. А где же файтинг под хорошую такую музыку? Соскучился от него. Ты как, нормально? Да, да. Майор, а можете открыть подачу полимера? Это необходимо, чтобы наша затея удалась. Ага, мастер по открытию вентилей к вашим услугам. Ладно, займусь. Отлично. А я останусь здесь и закончу процесс. Уверена, результат вам понравится. Хорошо, спасибо. Свиньи какие-то. Так, а где комната отдыха-то была тут? Майор, цистерны со зверьем и кустами нужно подключить к правильным шлюзам. Да это-то я понял. Не лезь под руку. Просто напоминаю. Вдруг у тебя сложности с распознаванием картинок? М? Ладно. Карп какой-то. Поддадим жару.
Что я с этой трубой должен делать? Ладно. Поехали. Итак, нам нужно вот эти, короче, херовины дотянуть. Так, это петух, да? Ну, это вон туда, скорее всего. Да. Так. Поросяшка. Поросяшка на другой стороне. Иди давай. Так, растение, цветочек, вон оно. Так. Давай, 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 давай. Цветочек. Ага. Еще одна порося. Тут рыба. А что не так? Что-то не так? Может, сюда ее надо? А, или вот сюда. Куда ее еще? Ладно, жмем. Божечки, как же нашу девочку разъебокряжило-то. Смотреть страшно. Продолжайте. Разъебокряжило? А сейчас вам нужно добавить связующие компоненты. Блин, я чувствую себя борщом. Скорее ты селедка под шубой. Ну или ихтиолог под пуховиком. Соль и перец по вкусу, майор. Только до кипения меня не доводи, а? Так. Куда идти-то? Так, и чё? А, этот. Невральная структура адаптирована. Интеграция завершена на 60%. Так, тут что-то с этими цветастыми индикаторами, да? Майор, ты соединил свинку с картинкой свинки. Уверена, в цветовой последовательности ты тоже разберешься.
Хранение. Так, завершить процесс трансформации. Что это? Сменим арсенал. Ну, я так понимаю, что мне как-то надо сюда залезть. А как? Как не залезть-то? Да я... А, стоп. Блин, не заметил сразу. Я думаю, что за херня? Так, зеленый. И чё? 1.7, блок 1. Что делать с ними? Нет. Один зеленый. 4 желтый. 2 красный. 2 красный. Желтый. И синий. Нет? Что с ними делать-то? Майор, следите за температурой. Перегрев недопустим, а то придется готовить меня заново. Да суечусь я, суечусь. Хоть бы ступеньки поставил. Хорошо, давай так. Все. О, как в бане, охренеть. Майор, Да чтоб тебе. да. Чего? Может, снять А ну немного повтори, тварь. одежды? Ага, начну с перчатки. Ага. Вы охренели, что ли? Охреневший вообще. Связь с системой АН установлена. Интеграция завершена. Все? Или не все?
всегда было так просто. Ничего себе. Настя, Структуры, переход состояний, волновые связи, обратный захват потока. Настя! Что случилось-то? О, простите, майор, что-то мощь в голову ударила. Молодец. Дверь теперь сможешь открыть? Теперь я все могу. И самое главное, на территории всего комплекса. Я вам сейчас одну штуку покажу. Идите в соседнее помещение. Зал славы. Раз. Это что, и есть ваши полиморфы? Они реально людей превращают в это? Да, но они пустые. Храс собрал их из трупов, свезенных сюда отовсюду. Это только формы, болванки. И очень недружелюбные. А еще они используют полимерные улучшения вроде ваших. Это что-то новенькое. И что делать? Блин. Туши, что горит, поджигай, что замерзло, сладкий. Все просто. А теперь, майор, подберите поле-ключ и активируйте систему АНК. Вы не пожалеете. Офигеть, это что за фантастика такая? Никакой фантастики, чистая наука. Это и есть АНК. Автономный нейрополимерный хозяйственный комплекс. Так инженеры могли устранять проблемы в хрустале, не выходя из кабинета. А вы видите мою полимерную копию. И ты что, в таком виде можешь ходить везде? Нет, конечно нет. Я же не перенесла сознание в тело. Это занимает недели. Это просто что-то типа управления роботом на расстоянии с помощью мысли. Полимерная оболочка может работать с оборудованием хрусталя и при этом не вызывать раздражения у местных, у полиморфов. Плюс я не могу далеко отойти от Ангха, иначе полимер лишится структуры, и моя копия просто исчезнет. Да, лень — это двигатель прогресса. В особенности лень технического персонала. Поверь моему опыту. Удалось что-то выяснить про Храза? Да, Хразу явно нужна местная система создания полимерных тел, а также доступ к лазерному космическому излучателю. Зачем, не ясно, но он захватил эти объекты первым делом. А еще он взял под контроль мощнейшую ЭВМ. Я таких никогда не видела. Таких машин на предприятии всего две. Одна здесь, а вторая... Не вторая, а первая. Это я. А здесь именно что вторая. Копия. Ну, как скажете. В общем, я отправлю отчеты на ближайшую грушу. Сможете ознакомиться. Спасибо. Удалось что-то выяснить про Храза? Да. Храз за это хотел. А еще он взял... Не вторая, а первая. Ну, Копия. как скажешь, вчера нужно... Спасибо. Я не то сделал. Про Колю и Охотника что-то узнала? Судя по всему, их система Стикс определила как бракованных, и их саркофаги отправили в некую долину мертвых. Чего? Долину мертвых? Они там что? Нет-нет, они живы, я уверена. Но это далеко отсюда, и без доступа к центру связи мы их не найдем. Так что вся надежда на вас. Да уж, никакого давления. Здорово, ну тогда открывай дверь. Ага. Секунду. Сейчас. Если увидите еще систему АНК, то ищите поле-ключ. Я вам всегда помогу. Поле-ключ. Так, И все? Да, хрупковато. Нет, не пойдет. Ты о чем там ворчишь? Посмотрела на Назарову и подумала, не примерить ли обновку. Но если они даже в полимерном теле такие хрупкие, то мне не пойдет. А я бы не сказал, что хрупкие. больше нет тут ничего, да?
Давай обновляться. Улучшение. Приклад. Хлеб там еще нужен. Я, может, что-нибудь тут подобрал? А ну, вон сгущенка есть. Всё. Ну, пошли. Полимерный щит, защищайтесь от вражеских атак и мгновенно контратакуйте. Что это такое? Ну, нет печеньки. Блин, печеньки нет. Что это вообще? А, магнитные задачи эти. Машинное отделение. Ну давай. Что, не так? Ну, я что-то пока не понимаю, а что тут мне надо делать? Меня сейчас расплющит. Наверное, значит, не сюда. Мне пока идти надо. И... Иди сюда. Иди, не боись. Блин, а чё просто до хера-то? Горит? Туши, майор, туши! Лед и пламень! Так а кто это? Добровольцы? Или подопытные, как в Академии последствий? О, сладкий проверь. Стать таким подобным хотел бы каждый. И это очень дорого. Это что, еще и за деньги? Ага. Сначала нет. Это были всякие пострадавшие.
Блин. Инвалиды, жертвы катастроф. Но это были тесты. А теперь продукт готов к продаже. Вечная жизнь. Полимерные упаковки от профессора Сеченова. Одна штука в одни руки. Ну и все в таком духе. Ни хрена себе. Да что, глаза? Блин, я что-то не пойму, а где хотя бы какие-нибудь эти штуки-то огненные, чтобы я их расхерыжил. Добровольцы? Или подопытные, как в Академии Блин. последствий? О, сладкий, поверь. Стать таким подопытным хотел бы каждый. Блин, Это я застрял. очень дорого. Это что, еще и за деньги? Ага. Сначала нет. Это были всякие пострадавшие. Инвалиды, жертвы катастроф. Но это были тесты. А теперь продукт готов к продаже. Вечная жизнь в Иди полимерной сюда. упаковке от профессора Сеченова. Чё, не Одна хочешь штука идти? в одни руки. Ну и все в таком духе. Ни хрена себе. Что я делать-то должен? Не, ну если это работает, то нормально. А то, блин. Так, тихо. Недостаточной энергии. Энергии мы видели недостаточно. Ну давай, набирай ее побыстрее. Энергию эту. Черт, взял сам. Ладно. Да что это за фигня-то? Добровольцы? Или подопытные, как в Академии последствий? О, сладкий, поверь. Стать таким подопытным хотел бы каждый. И это очень дорого. Это что, еще и за деньги? Ага. Сначала нет. Это были всякие пострадавшие. Инвалиды, жертвы катастроф. Но это были тесты. А теперь продукт готов к продаже. Вечная жизнь. Полимерные упаковки от профессора Сеченова. Одна штука в одни руки. Ну и все в таком духе. Ни хрена себе. Тут все. Ты офигел, что ли? Так вот. То ишь мне тут какие говнюки. О, я прошел. Хорошо. Печенька есть теперь? Есть.
Сейчас, фольга, я тебя уделаю. Эти пожарный. Да хрен их знает, что тут они хотят. Не загромождай. А как я тогда могу тут что-то сделать? То есть мне надо что-то сделать вот с этим. Сменим арсенал. О, офигеть, я даже не знал, что такое тут есть. Так, ОС Демос. О перспективах проекта «Цензура». Фриц Германович ознакомился с данными наблюдений. Опасения ваши не разделяю. Полимеризация тканей без потери биоэлектрической активности – это прорыв, равный, пожалуй, изобретению метода редактирования ДНК. Мне кажется, волнуетесь вы абсолютно зря. Каждый новый эксперимент убеждает нас в правоте товарища Сеченова. Неужели вы думаете, что, исполняя дело своей жизни, он не учел такой мелочи, как атовистическая привязанность моллюска к раковине? К тому же мы ведь не отбираем, как вы выразились, броню, а даем новую, более прочную, долговечную, эстетичную и, давайте признаем, практичную. Прозрачное тело не предаст, не станет прятать проблему за слоем эпидермиса. Никаких опухолей или скрытых травм, все видно, все честно. Так что не сомневайтесь, верной дорогой идем. И еще рабочий момент. В свете открывшихся перспектив подумайте, может иметь смысл каким-то образом усилить ваше отдел. Дополнительные специалисты, техника, мощности, все в вашем распоряжении, с начальством согласую в кратчайшие сроки. Так. Опять сейчас с кем-то биться тут, да? Зал карантина – сакральное пространство восстановления и Чё за? созревания новой жизни. Здесь проходят завершающую стадию адаптации. Уют. Чё сейчас с кем-то будем биться? Уют один. Офигеть. Что это за эксперименты с человеками-улитками? Ё-моё. Что тут было вообще? Ну это же ненормально. Кто этот идиот, который так сделал? Так, сюда сфера нужна, да? Майор, судя по сигнатурам этих психов, тут целая толпа. Ну так просто закрой дверь и пусть кукуют. Закрыто, слышите? У нас обед. Ха! Раньше я двери только открывал. Майор, эти двери можно закрыть. Ой-ой. Удаляйте энергоэлементы и все, что мешает работе механизмов. Да он тут сам мешает работе механизмов. И они очень хотят удалить самого майора. Ого. Ни хрена себе. На. Да ёперный насос, а.
Ах ты черт. Двери, майор, двери. Закрой, дует. А то так они никогда не закончатся. Да-да. Да что, босс, а? Да ё-моё. Да что, босс, а? А, вон туда надо, блин. Да ёпарасота. Я что-то не так и... Вроде надо закрывать, а как вот их закрывать, хер его знает. Электричество, может, или что? Давай ко мне. Так, это мы уже читали. Зал карантина — сакральное пространство восстановления и созревания. Здесь проходят завершающую стадию адаптации все области комплекса. Так, давай почитаем письмо домой. Привет, любимый. Я не знаю, когда ты это прочтешь ли вообще. Может, тебе и сказать, что я умер, но это неправда. Мне еще бабушка говорила, что есть такой проверенный способ для передачи мыслей, когда берешь бумагу, ручку, пишешь письма, написать, ведь можно так же то, что сказать боишься. Это все может вздор и вымысел, но есть некая сила в этих словах написанных. Та жизнь в ожидании того, что скоро умрешь, была бы мне казалась невыносимой. Ты же знаешь, как я люблю себя оправдывать, но правду люблю больше. Знаешь, я вел себя как полный дурак, и сейчас, после того, как уехал добровольцем, на эти опыты понимаю, насколько ошибся. Мои самые любимые, простите, что оставлял вас надолго одних. Не ругайте себя за прошлое, надеюсь, меня вы сможете простить. Я просто хотел быть хорошим, наверное, нуждаюсь еще в одном последнем шансе. Сейчас я себя не узнаю, как бы хотел, чтобы все было как раньше, но прежним я уже никогда не стану. Меня как будто сделали другим, и не только снаружи. Постараюсь вернуться сразу, как только меня подлечат. Никто меня отсюда не отпустит. Тут объект секретной охраны я уже изучил, но тут момент непростой. Я бы хотел пообещать, что все будет хорошо, но не буду. Так. Да нельзя. Это что такое вообще? Как это? Как это должно быть закрыто? Я вот что-то не пойму. Ну вот сюда, да? Вот в 4-ю. Это сейчас восстанет. Работаем с огоньком. Майор, судя по сигнатурам этих психов, тут целая толпа. Ну так просто закрой двери и пусть кукуют. Закрыто, слышишь? У нас обед. Ха! Раньше я двери только открывал. Майор, эти двери можно закрыть. Удаляйте энергоэлементы и все, что мешает работе механизмов. Да он тут сам мешает работе механизмов. И они очень хотят удалить самого майора.
Мешает работе механизма. Двери, майор, двери. Закрой, дует. А то так они никогда не закончатся. А, кто? Что делать? Все типа. Ага. Куда собрался? Когда в хрусталь налить навозной жижи, не станет ли хрусталь безмерно ниже? О, майор, да ты романтик. Романтика, ага. И сюда пошли. Лаги опять какие-то. Так, этот вроде мирный. Ну, здрасте. Застряли? А? Кто тут? Секунду, включу глаза. О, мое почтение, былой. Что это ты тут делаешь? Былой. Былой? Что это значит? О, извини. Видимо, ты новенький. Точнее, новенькие-то как раз тут мы. Былыми мы зовем вас, наших идейных предков. Как-то надменно звучит. О, нет, упаси Изида. Какая надменность. Мы лишь новый шаг эволюции, новый потенциал, новое будущее. В общем, мы новые. Ну а вы былые. Сам понимаешь, предок. Хм, сам ты предок. А вас ничего не смущает в вашем положении? Меня? Нет, абсолютно. Дверь заклинила, но рано или поздно ее починят. А я никуда не спешу. Мечтаю, думаю. И мне норм. И мне норм. Ага, просто ультра норм. И вам не больно? Ну, было больно, но я отключил эту функцию. Зачем мучиться, если можно не мучиться? Да. Жизнь становится куда легче, когда ты понимаешь ее незначительность. Охренеть философия, конечно. Это еще что за дрянь? Это он сам. Кто? Храс. Храс? Вот же сука! И я рад вас видеть. Приветствую, майор. Дорожайшая Элеонора, рад, что вы еще живы. Из-за бета-коннекторов заметить ваши передвижения оказалось немного сложнее. Блин. Охренеть встреча. Не ожидал. А этот ваш Храс весьма обходительный мужчина. Вот и обходи его стороной. Весьма обходительный. О, спасибо, что открыли. Сохранение данных. Черт. Ладно. Доели эти говнюки. Все.
нет неравенства. Надежда Артемьевна, простите, что напрямую и без формальности. Вы человек здравый, потому и пишу. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но ведь создавали Хрусталь ради тех, кому уже никто не мог помочь. Тех, кто, подобно мне, свое тело отдал служению Родине. Ставил на войне, в шахтах, у мартеновских печей. Для нас это не бессмертие, а шанс на возвращение в общество. А теперь же по кабинетам идут разговоры, мол, технологию это стоит перенести в первую очередь на тех, кто ценен. Простите, а разве простой слесарь, спасший цех от пожара, не ценен? Разве старуха во время войны, вырастившая 3 ученых, менее важна, чем управленец, подписывающий бумажки? Таким подходом вы делите общество на тех, кто ценен, и на людей с ценниками. Очень надеюсь, что это всего лишь глупые слухи. Однако, если комплекс теперь обслуживается только ценных людей, то как только покину карантин, первым делом напишу письмо в правду. Московские комсомольцы на телевидении. Простите, но это не по-человечески, не по-советски. Петр Григорьевич Рыбаков. Да. Понял. Я вас понял, что тут не работает. Ента все. На сундук. Блин. Проблема названия. Высшие жрицы. Я понимаю, что у нас все секретно, но документооборот это никак не отменяет. А у вас до сих пор нет единого мнения о том, как этих хрустальных людей называть. Мало того, что они как призраки по нашему загробию шатаются, так еще нет никакого понимания, как в их канцелярские бумаги заносить. Пока что я собрал несколько терминов, которые прижились в отделе песцов. Люксы, потому что свет проходит сквозь их тела, потому что это люксовая жизнь вообще элитно. Лимфы, так мы их не называем, но народ за глаза часто их так поминает. Души, красиво, но жутковато, плюс немного неармейские духи, похоже, не очень элегантно. Полиморфы, самый красивый вариант, и метаморфозы, и полимер, в целом звучит умно и стильно, я бы предложил его. Стекла обидно и некрасиво, но в обиходе тоже встречался. В общем, либо выберите из предложенного, либо утвердите свой. Рано или поздно Сеченов запросит отчет, и такая разнарядица в документах ему точно не понравится. Что мы с этим делать-то будем, с этими фигурками? Тут большая фигурка. Так, ну... Так, ладно, стоп. Еще бутылка. Ну и все вроде бы. Так, погоди-ка, я там шел, тут зашел, здесь пришел, хорошо. Так, а вот тут много железа. Это тоже пойдет. Здоровое питание — это здорово, не так ли? А то. Вы что, есть это будете? Да, а почему нет? Бытность новым дает свои плоды. Вкус я могу ощутить любой, а полезные элементы потреблять все равно надо. Для общего развития. В смысле, вам не надо есть обычную еду? Нет, нам вообще ничего обычного уже не надо. Мы увидели мир таким, какой он есть. Настоящим. Сотканным из стимуляций и симуляций. И интерес к обычному мгновенно исчез. Новому новое, как у нас говорят. А вот вам я настоятельно рекомендую съесть то, что доставили от 5-го отдела снабжения. Все в холодильнике. Для человека просто шик, а не вкус. А что? Вот возьму и съем. Я с Нептуна с пустым животом гоняю. О, 5-й отдел снова выручает. Вкусно? Майор, я фиксирую активные полезные полимеры в вашем корпусе. Рекомбинирую вещества в особую непрем-капсулу. Капсула доступна. Говорите с поваром еще. Ну как, подкрепились? Да. И вы совершенно зря тут запчасти едите, товарищ гурман. Кстати, а почему вы нормальный, а остальные нет? А, ты о тех, кто на тебя нападал? Это даже не наши товарищи, а какие-то недоделки недавние. Там беспорядок в системе. Новый ИИ Хрусталя какие-то черные мысли им вложил. Но это не страшно. Ну, вам, может, и не страшно. Страх — это ожидание радикальных негативных изменений в жизни.
А моя жизнь, жизнь нового, она уже нечто большее. И радикальных изменений не будет. А значит, и страха нет. Везет тебе. Любопытная философия. Не подскажете, а далеко отсюда центр связи? Нет, недалеко, но я точно вам не подскажу. Это дальше жилой зоны, а нас пока туда не пускают. Адаптация к новой жизни идет довольно долго. Так вы здесь что, пленники? Пленник ли дитя в утробе матери? Пленник ли покойный во глубине могилы? Или можно ли назвать невольником пациента после операции? Я вас понял. Нет, боюсь, что нет, дружище. Вам, былым, нас новых уже не понять. Пять раз. О, это снова вы, майор. Быстрее, чем я думал. Надеюсь, я и дальше буду быстрее, чем ты думаешь. Что тебе надо от меня? От вас лишь протокол игла. Да, я осведомлен об этой маленькой уловке, которую создал Лебедев. Мило, но мне она будет полезнее. Так я проще и быстрее сломлю защиту Сеченова. Не поделитесь? Да я б тебе даже окурок зажопил, крыса невоспитанная. Мне так импонирует, что вы за грубостью прячете неуверенность и страх. Я ведь знаю вас лучше всех, майор. Кстати, как вам хрусталь? Это египетский храм. Последний главный проект Сеченова. Место, где он мечтал, подобно Богу, вылепить из полимерной глины новое человечество. Я всего лишь перенял пальму первенства. Именно здесь, в этой колыбели, резонно появиться новому миру. Это не колыбель, это могильник. И ты прав, здесь тебе самое место. Блин, такого повара просрали. Печеньку оставил. Опять. Беляш в придорожном кафе. Ну вы поняли, да? Поняли? Настя, тебя уже тоже жалко жену Нечаева, да? А как по мне, смешная шутка. Да черт бы вас возьми, дери. Да не говори, блин. Вот проклятье! Сейчас только я тебя уделаю. Чего? А ну повтори, тварь! На тебе, урод. Да что бы тебя? Да ёпарасота, какой ты говнюк-то, а? Ты посмотри на меня.
Козел. Че, у меня больше патронов нет, что ли? Говно твое. Так, мне нужны патроны срочно. А, у меня есть энергия. Все? Отлично. О, да что ж за хуета? Где еще кто? Все. Наконец-то. Мне патроны теперь нужны. Я с вами, майор. Ага, открывай. Спасибо, Настя. Не за что. Ой, майор, скажите, а вы правда с Хразом разговаривали? Но я бы это разговором не назвала. Разговаривал. Разом. Так, боеприпасы. Так. Возможности новые дал полимер. Вообще у меня... Бессмертие для правого дела. Да я просто... Че, ничего? Понятно. Стань честным и доблестным, как пионер. Ну, пошли. Способность шока восстанавливается быстрее. Это хорошо. Бессмертие. О. Там лимба, что ли? Добро пожаловать в жилой сектор, майор. Судя по сигнатурам, тут довольно много мирных обитателей.
пользователей. Возможно, имеет смысл пообщаться с гражданскими. Вдруг чего полезного узнаем? Какой в этом смысл? Ты смотришь в экран, и там прыгают и дергаются точки из света. Это же буквально и есть эти твои игры. Ну да. Застывшие на листке бумаги буквы, а музыка, бьющие по воздуху колебания. Так любое искусство можно к компонентам свести. Но игры — это не искусство. Майор, вы нашли поле-ключ. Активируйте меня, и я пропущу вас дальше. Услышано. Конец связи. Какая, однако, бойкая девчушка. Даже жалко, что... Что жалко? Ну, что она тратит время на таких, как ты, майор. Так, что тут должно быть? Настя, это не Чаев. Тут опять двери закрытые. Можешь помочь полимерно? Секунду. Так, задачка. Ворота в парк открывают местные жильцы с помощью кодов, которые обновляются каждое утро. И что делать? Взрывать? Все б вам лишь бы взрывать. Нет, в домах на консолях жильцов должны быть присланные части кода. Проще их найти. Не, взорвать-то как раз проще, но... Ладно, будем искать. Как найдете, отправьте символ мне, и я его сразу установлю на колонне. Угу. Я вспомнил. Надо комбинацию найти где-то. Где-то надо найти комбинацию, скорее всего, где-нибудь в этих жилых районах. И тогда где-то, короче, она должна быть нарисована. И тогда, типа, все получится. Ходят тут всякие. Только не говорит, что это за мной. Ой, не сюда. И ничего. Да, это я тут буду долго ходить, походу. Эй, былой! Подойдите сюда, пожалуйста. О, хвала науке, спасибо. Вижу, ищете ключ-символы, да? А Ищу. я ведь вам и помочь могу. Ага. Только я слышу тут одно «но». А все, что сказано до «но», не имеет значения. Да, мудро. Все так. Слышите этот жуткий шум и вой? Музыку? Ну да. Там что, пир во время чумы? Тайная вечеринка в честь дня перерождения. Анастасия, все в порядке? Не был откалиброван конечно, не валидолом. ультра норм. И они Ну, сорвались с качает же, катушек. а мне Дружище, скучновато. эта вечеринка Бедняжечка ты отстой. моя. Я просто ненавижу этих людей. Реши вопрос. А я поделюсь частью кода от ворот. Идет? Убить толпу весельчаков ради открытия двери? Ну, чистый почерк майора.
Слушай, дружище, а можно музыку выключить? А я не знаю, я тут в гостях. Не мое дело. Узнаю хозяина, он типа в шляпе. Так, час поздний. Сворачивайте пляски. Не сердись, былой, я не при делах. Подругу мою надо спрашивать. Ее ищи. Полимерная, красивая, волосы светлые такие. Где-то тут была. Понятно. Эй, барышня, это вы тут вертеп устроили? Нет, нет, вы что? Это какой-то новый в кепке, кажется. Или с усами. Не помню. Да ёперный театр, а? Здорово. Скажи всем своим, чтобы расходились и музычку вырубали. Так это не ко мне, я тут при чем? Я тут никого не знаю. Ищите владельца дома. Это который в шляпе вроде или в очках. Вот он по музыке и главный. Уважаемый музыкант, а выключите-ка долбежку. Я? Ну я же не музыкант. Музыкой я не заведую. Меня позвал сосед, он в кепке такой цветастый. Тут был. Так, я сейчас начну некрасиво поступать. Эй, ау! Можно музло в ноль, пожалуйста? Весь район уже сдурел. Ты чё быкуешь, органика? Мы живем свою лучшую жизнь. Не лезь под ноги, туловище. Отвали, я тут в гостях. Да вы, кажись, забыли, что все еще смертные, да? Майор, не надо злиться. На вечеринке самое важное — это настроение. Давайте сменим пластинку, и все по-тихому расползутся, если уж они не хотят сами вырубать музыку. Или, Сергей, ты можешь вырубить их всех. Устроить убийственную движуху. Скорость или гуманизм? Даже не знаю, все такое вкусное. О, наконец-то. Сколько можно ждать? А, вы не из службы безопасности? Ну и ладно. Для боевого крещенда это не важно. Чего? Я заказал себе несколько роботов, чтобы собрать домашний оркестр. Но прошлой ночью они стали играть мимо нот, потом дисгармония и, наконец, вероломное нападение. А, вы музыкант. А есть у вас записи какой-нибудь скучной музыки? Я не музыкант. Я академический исполнитель. Попрошу с уважением. Вся моя музыка скучная. Никакого джаза. Ну и да, там выше по лестнице есть запись моих последних опусов. Они чудовищны. Можете забирать, если вам такое нравится. Выключите музыку, убейте их всех. Круто. Не дают. О. Да. Не вынесла душа поэта позора мелочных обид. А я смотрю, тебя крепко на лирику потянула, майор. Да чтоб же, а. О, бухлишка. Переработку пойдет. Ключ-диск нашел.
опасность спустился. Ну что, настало время классики. Да начнется тухлятина. Я очень вами горжусь, майор. А где? А чё случилось? Очень плохая музыка. Фу, все, я домой. Эта тусовка стухла. Блин, хуже, чем А я гитара-то. только втянулась. Где кто тут что-то еще есть? Где я тут был? Был. Зараза. Ну, ненаглядный. Татьяна Буланова. Получите символ. Все, наслаждайся тишиной, полимер. Настя, прием. Первый пошел. Ага, поймала. Как я и обещал, Установлено. вот часть нужной комбинации. Прошу. Жесть какая! Ладно, я и пожарным поработать могу. Быстро такое пламя не потушить. Заливай увереннее, майор. Нифига себе. А вы прям это... Охренительно. Офигеть. Вечно путаю, что лучше, синяя или фиолетовая. Где этот нагастый хер? Да чтоб тебя. Мне еще огонь.
Опа-на. Дай это мне. Блять, и никто не извинится. Дёргалась поправа. Откуда? Что, босс, а? Да ё-моё. Блин. Да ёпарасоте. Она нагастая херня. Ну, я смотрю, они любят этих боссов дублировать. Но мне это не нравится. Я люблю, чтобы боссы были... Первый пошел. Ага, поймала. Установлено. Нет. Не помнишь, где его нашел. Требуется помощь. Пожалуйста. Необходимо вмешательство оператора. Помогите. Уважаемый полиморф, сей грязный раб взывает к вашей помощи. Неполадки в системе подачи энергии. Ну, я не полиморф, но помочь могу. О, ура! Нормальный человек. Как же славно. А то я устал в пыли стелиться перед этими хрустальными. Помогите по-братски, как совок в петле. В подвале под домом систему подачи энергии поломала. Чистый ссор. Надо чинить. А у меня щетки. Ой, сумасшедший дом. В подвале. Подвал. А где подвал-то? Как мне в подвал-то пройти? Блин, только сам себя взорвал.
На тебе, урод. Сабзиру, блин. Странный, недоделанный. Сам себя? Ну-ка, давай-ка. Так. Что-то надо соединять. Нет. Угу. Как насчет пенной вечеринки? Где подвал? Ладно, люди будущего и прочая хурма. Но зачем Сеченову для этого отдельный секретный комплекс? Да еще такой странный. А что ты удивляешься, майор? Логика проста. Хочешь владеть миром? Сделай из сильных мира сего тебя обязанными. Натуральный дьявол. Купил души богачей и политиков за полимерное бессмертие. Продал им вечную жизнь и стал богом. Угу. Хорошо. Давай быстрее прогорай там. Так, и чё? Хрен его знает, да? А как мне отсюда выбраться теперь? Ну, я могу выбраться, это хорошо. Тут надо как-то повернуть эту трубу, майор. Кажется, она заблокирована. Да, нетривиально у них тут коммуникации устроены. Сейчас дойдем. Интересно. Майор, есть минутка? Вот скажите, а как вы поняли, что вы и Катя, ну, что вы любите друг друга? В какой момент? Настенька, такие вещи никогда нельзя у мужиков спрашивать. Узнайте лучше у Кати. И вообще, если вы вдруг пытаетесь разобраться в своих чувствах к этому сомнительному Николаю, то я напомню, что вы знакомы пару дней. Это лишь человечачьи молодые гормоны, и не более. Во-первых, речь совсем не об этом. А во-вторых, напомните, сколько вы, Элеонора Самоделкина, знаете, а? Блин, сколько всяких говнопримочек. Куда ты летишь? Разлетелся, блин.
И чё? Что-то пока не получается. Ага. Вроде бы получилось, только вот... Электрик Нечаев возвращается. Такс. Все, машина. Тепленькая пошла. Энергия есть. Теперь скажи, где тут код найти можно? Чистая работа. Вот, да, я вам покажу. Но сперва можно еще просьбу? Одну, маленькую, как пылинка. А ты не борзеешь, пылесос? Что надо? Мне наверху надо убраться, а по лестницам я не научен. Мое дело ж не пыльное. В горные выси лазать не умею. Вообще-то это ты мне должен жизнь облегчать, а не наоборот. А, хрен с тобой, сейчас. Чисто кайф. Кстати, Настя, вот вам мой совет, как опытной дамы. Если вдруг хотите закадрить мальчика, то снимите эту вашу нелепую куртку. Мужчины любят формы. Да, Настя, а чё ты все в этом пухане смешном гоняешь? Не жарко тебе? А что за модный приговор начался? Вы, может, Сергей, свой комбинезон со стороны давно не видели? А вы, Элеонора, вообще в варежке сидите. Ха, а ловко она. Туше. Блин, как туда попасть-то? Блин. Ты, кстати, что мне скажешь? Ну. Блин, как же надо туда залезть-то? Не лезь, пожалуйста. Ловко. Они
вот обработали. Так. Фигурка, чертеж. Ты что скажешь? Как мне туда попасть? Это мы забираем. Блин. Его понял. Идем. Суперски. Что тут есть? Что еще интересного? Должно что-то быть. Ничего. Шинки. Так, я прибрался. А теперь давай код, иначе я и тебя уберу. Ой, спасибо вам от чистого сердца. Ваш код на экране. Но тут такое дело. Понимаете, протокол атомного сердца запущен. В общем, мне жаль. Но я, к сожалению, должен сделать грязную работу. Убить вас надо. Смерть всем человекам и вот это все. У всех нас своя работа, я понимаю. Убивай. Спасибо, спасибо большое. Я быстро и чисто. И даже кровь приберу потом. Защищайтесь, человек. Бляха. Это был самый крутой робот-пылесос, которого я видел. Так, третий, да? Жесть какая! Ладно, я и пожарным поработать могу. Быстро такое пламя не потушить. Заливай увереннее, майор. Да что это за херня? Да ё-моё. О. Что ж вы сразу не сказали? Вы серьезно? Сучары какие, а? Что тут у нас? Боги как люди. Сегодня я увидел будущее и засмеялся. Смех мой был горьким, как соль высохшего моря. Подозревал давно, а теперь уверен, наша планета превращается в пансионат для престарелых богов. Человечество забыло их, а советская наука ненароком воскресила. Я видел Индру и Тефну, страдающих дождем, и Перуна в безумии швыряющего молнии. В ворохе бесполезных свитков мне предстал тот, смеющийся иероглифами. Передо мной возник сам Один, пронзающий себя копьем, но не способный ни умереть, ни обрести мудрость. Я видел их тысячи прочих, как наяву. Каждый из них бывшее чудо, ныне застывшее в бронзе собственного величия. Полимер воссоздал то, что уничтожило его время. Он вернул богов, но забыл вернуть веру в них. У них есть неограниченная мощь и бессмертие, но они не нужны. Дайте человечеству волю, страху или состраданию, старые боги его уничтожат. Я проснулся и подумал, вот бы нашли смелые люди с револьверами, люди, лишенные жалости, которые оборвут мучения дряхлых богов. Мы только явились в этот мир, но уже ему не нужны. Как же горько, как горько. Соратник мой, вот уже 2 недели сменили друг друга, а работа ваша по поиску злоумышленника, что заряжает чистые чертоги нашего храма грязными низами страстями, не окончена. Спешу заверить благородный Меджай, что нелегальная продажа нашим гостям страха, счастья, чувства опасности и прочей органической грязи портит ход всего эксперимента.
Мы изучаем чувственность, чистого сосуда души, но на дне всегда оказываются черви и мухи обыденных страстей. Ладно, теперь серьезно. Николай, срочно найдите преступника и передайте службе безопасности. Проверьте техника по фамилии Сивый в первую очередь. Рынок сбыта растет, на эмоциональные наркотики сидят уже почти все полиморфы, никто не сознается. Работайте. Чья-то светлая голова додумалась внедрить полиморфам способности сродни тем, что генерирует ваша боевая перчатка. Они не такие мощные, но тем не менее могут доставить немало проблем. Использующие способности полиморф практически неуязвим. К счастью, снимается эта защита довольно просто, противоположной способностью. Ниже пишу принцип. Пламя нейтрализуется холодом, заморозка нейтрализуется телекинетическим импульсом или, что логично, огнем. Электропокрытие можно уничтожить полимерной струей или заземлить, приняв атаку на кинетический щит. Самое важное – добраться до так называемого сплетения. Это особый орган, дающий полиморфу превратиться в железобетонную лужу. Он удерживает когерентность тела и запускает восстановительные процессы в случае повреждения. Разрушите сплетение, и полиморф погибнет. Да, в комплексе установлены узлы активации и смены способностей. Они предназначены для полиморфов, но система позволит и вам ими воспользоваться. Так, кое-что, да, мы поняли. Электричество там струю заглушит. Что? Кто посмел потревожить меня? Ёпта, чё так пугаешь? А что, уже 2026 год? Нет. А 4-е дополнение коллектива уже вышло? Тоже нет. Ну так и идите нахер отсюда. Я вас не звал. Только зря разбудили. Раньше 2026-го у меня дел нет. Пойдем туда. Ничего себе запасы! Вот теперь я понимаю, что значит фраза «игра стоила свеч». Так. Не знаю, как вам, а мне это дополнение очень зашло. Блин. Что, побеждаешь, сынок? А кто тут? Не мешайте, я в потоке. В потоке. Да ё-моё. Как я его доставлю сюда? Угу. Можно ж как-нибудь. Черт возьми.
Сюда так сюда. Так, и чё? А, еще Символ один код. номер 2 найден. Фиксируй. Есть. Устанавливаю. Ага. 3. Символ номер 3, Настя. Поймала? Так точно. И установила. Отлично. Ну что, 3 символа у нас есть. Сейчас найду 4. А зачем? Я просто подберу. И готово. Эй, блин, а может я хотел подобрать? Ладно, иду. Ну я сейчас буду долго бродить в поисках этой фигни. Можешь побродить все-таки? Не знаю, скорее всего, он где-то хрен знает где. Ладно, пошли. Пойдемте. Стабилизация энергетической установки завершена. Начат разгон позатронной дуги. Работа комплекса остановлена. Эмоциональное выгорание. Распоряжений. Увеличилась выработка реактора. Система запускает фазотрон и поднимает мощность. Что-то нахразим. Но я все не пойму. Зачем ему тут сидеть, когда он мог бы уже весь мир захватить? Не мог бы. Без Сеченова доступа к боевым роботам у него нет. Запуск атомного сердца по всему миру его тоже не спасет. Обычных роботов быстро уничтожат, пусть и с большими потерями. Ему нужен козырь. И что за козырь? Да я откуда знаю? Но уверена, план у него грандиозный. Привет, хрюшка-свинка. Блин, одни и те же дома. Ой, я забыл, как эта мелодия называется. Это Чайковский, по-моему, то ли Щелкунчик, то ли еще что-то. Ебать, человек! Живой! Ура! Я думал, вы уже вымерли все. А это еще что такое? Анализирую. Это машинный интеллект, система управления парком, психокорректирующий ИИ низшего уровня. Да, блядь, я не система управления парком. Я и есть парк. Я валидол. И я, сука, задолбался. Слышь, Валидол, ты зачем пищишь? Мог бы, не пищал бы. Это самоцензура, ей загланды. Я вариативно-личностный, диагностический... Да, как это расшифровывается? Моя модель не позволяет использовать обсценную лексику, грубость и непристойности. А сейчас тут других слов у меня и нет. Вы видели, что творится-то? Вот и приходится самому себя запикивать, чтобы крышу нахер не снесло. А то тут у всех нахуй чердак потек. Сам же видел, блядь. В смысле задолбался? Ты же просто парк. Сам ты парк, кусок мясной. Я и психолог, специалист по формированию позитивной, блядь, спокойной, нахуй, расслабляющей, сука, атмосферы. Я создан для интеграции в изолированные жилые модули и секретные объекты, чтобы управлять социальной атмосферой, благость всякую плодить и в целом повышать общественный тонус. Да, только я для людей, блядь, создан. Людей, ебать их сраку, а не для ебачих полимерных трупов с пересаженной душой. На них мой алгоритм не работает. Мне надо пройти к центру связи. Как это сделать? Тебе надо пройти сквозь парк и дальше. Тут недалеко. Только есть небольшая ебучая проблемка. А когда ее пип не было? Ну что опять? Я должен управлять социальной атмосферой и достигать нужных результатов. Но чем дольше я этих хрустальных засранцев модерирую, тем хуже.
Да хер знает, может у них толерантность ко мне растет, но 3 уебка в этом парке не приходят в норму. Их настроение не становится нужным по метрике. И я не могу завершить программу, цикла, Чего? Типа пока они грустные, ты не можешь дверь открыть? Да, сеструха, да, смекаешь. Я им ветерок и дождик, им похуй. Я им темную ночь, им похуй. Я им яркое солнышко, тоже похуй. Сидят как сычи ебучие. Вот тебе и пип. Ну что, коллега, пойдем проведем сеанс терапии? Как скажете, доктор Нечаев. Медсестра Элеонора полностью в вашем распоряжении. В крайнем случае, проблемы пациентов мы можем решить радикально. Что? А, в смысле захерачить их? Я не могу это одобрить. Но им мешать не могу. Только скажите им фразу «Проверь очка», а то они вас и слушать не будут. Проверочка. Если что, майор, я могу помочь. Я ведь спец по поведению, пусть и несколько иных видов. Да, такими темпами мне самому врач понадобится. Проверь очка. Но и юморок у этого валидола. Это просто сбой эмо-блока. Вообще, ты можешь сказать им «проверка состояния». Это штатная формулировка. Проверь очка. Так солнышко хочется. Эй, проверь очка. А, да. Пустота, тишина, тоска. Кто же знал, что оно так устроено? Ужас. Вот скажите, товарищ былой, вы что-нибудь хорошее чувствуете? С недавних пор, да, товарищ новая. А что? А я вот не чувствую радости. Поделитесь секретом. Хотя мне вас уже не понять. Видите ли, оказалось, что бытность новым лишает тебя перепадов настроения. И как выяснилось, без гормонов и скачков эмоций базовое состояние человека — это тоска. Представляете? То есть вся наша, ваша плотская жизнь — это, по сути, бесконечная погоня за удовольствиями, которые заглушают неизбывную пустоту внутри. Я осознала это и впала в уныние. Так ты радуйся тому, что теперь выбыла из гонки за эндорфинами. Счастье — это когда не надо гнаться за счастьем. А в этом что-то есть. Может, я как чемпион, который уже получил первый приз, но все еще грустит о соревнованиях? Счастье — это когда не надо гнаться за счастьем. Очень мудро сказано. Гармония по Ницше. Надо подумать. Ну вот и наслаждайся философским покоем. Спасибо за участие в программе. Сосал? Чё? Поговорить со вторым жителем. С каким? Нихера себе. Ну все равно, Настя, дался тебе этот пуховик дурацкий. Неудобно же. Да что вы докопались? Это не пуховик, а спасательная куртка. Да, раздула ее немного в тритоне, и что? Зато безопасно на случай потопа. А где ты тут, стесняясь спросить, утонуть боишься? Думаю, в потоке страсти от техника Николая. Подъем! Проверка состояния. Тихо! Только насилие. Иди на сраный подиум со статуей. Чего? Просто иди к ебучей статуе и устрой побоище, мать твою! Да тут каждый по-своему с ума сходит. Че, биться с кем-то надо? О.
холодненькая пошла. Надеюсь, пригодится. О, музыка. Нет, ты что, пробиваешь, что ли, охерел? Иди-ка в руку. Ох ты. Работаем с огоньком. Держись, тварь. Поиграем в снежки. Да ёпарасота. Чё-то их прям дофига. Да, устрой побоище. Охренеть, блин, тут. Может, до следующего раза тогда? Давайте до следующего раза. Что ж, ребятки, на сегодня все. Это было прохождение Atomic Heart. Кровь на хрустале. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Следите за обновлением канала в социальных сетях, ссылочки есть в описании. Также в описании есть ссылка на донат, можете поддержать канал на любую сумму. Кому нравится мое прохождение. В группе ВКонтакте у нас проходит конкурс, где можете получить компьютерные игры на свой игровой аккаунт. Сегодня все, всем пока, до будущих стримов, друзья. Блин, где-нибудь сохранялочка-то есть? Давайте, наверное, все-таки добьем, потому что тут нет сохранялки. Да, я чудок обшибся. Да ё-моё. Работаем с огоньком.
холодненькая пошла. Ёпарасоте. Да ё-моё. Не, давай добьем. Чё я действительно испугался. Да ё-моё. Ё-моё. Ой. Сменим арсенал. Что что ли? Засранцы, а? О, у тебя тут что? О, ништяки, это хорошо. Так, еще раз, проверка состояния. Нахрена тебе эта мясорубка была? Слышь, едал, завали мясная котлета. Проверялка не отросла мое состояние щупать, щенок белковый. Чё себе? Хотел увидеть, как ты уничтожишь что-то прекрасное. О, чую, тут будет интересно. Да чё ты там чует можешь, попуск? У тебя же восприятие, это даже не платоновская пещера, а сраный сортир деревенский. Ты вот, былой, на самом деле доли информации из мира не получаешь. А у меня теперь весь спектр нахрен. Магнитные поля, электролинии, цвета, звук. И меня это бесит.
тоже мне проблема. Человек ко всему привыкает, и ты привыкнешь. Дай себе время. Привыкнешь? Дай себе время? Да мне даже от твоего голоса больно. И я сейчас покажу, насколько. Чё, опять что ли? Поговорить с третьим же телем. Давай ко мне. Куда идти? Все, я все поняла насчет нашего ихтиолога. Я думаю, что ее дурацкий пуховик — это способ закрыться от угроз внешнего мира. В нем ты чувствуешь себя защищенной, но не от воды, а от опасности и хищных мужских глаз. Да, Настюшенька? Нет, Элечка. Иногда пуховик — это просто пуховик. И вы давно из психопатки в психолога переквалифицировались. О, интересно. Нет, правда, Настя. Далась тебе эта куртка? А вы знали, что это не куртка, а охлаждайка? Вот вы никогда не задумывались, майор, что если зимой ты надеваешь одежду, чтобы не замерзнуть, то летом тебе нужна как бы одежда наоборот. По-моему, ихтиолог наш совсем поплыл, майор. Будь с ней аккуратен. Что это тут? Иди сюда. Так, и что нам с этим делать? А-а-а. Нет, ракетам. Так, и чё мы тут, куда мы тут идём? А. Блин. Давай, 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 давай. Корова. Тише, тише, не шумим. Может, и не заметит тогда. Просто посижу тут, никому не мешаю. Здорово. Здрасте. Проверка состояния. Тише, тише, не надо, не обращайте на меня внимания, прошу. Я вам не помешаю. Просто идите дальше. Я никто, и звать меня никак. Нет. Мы тут группа моральной поддержки. Жалуйтесь давайте. Я не хотел бы кому-то доставлять беспокойство, поймите. Я же просто фон. Ну ладно, может, меня поймут былые, раз снова мои проблемы кажутся дурацкими. Понимаете, я по квоте попал сюда, добровольцем. Был инвалидом, неходячим. Все уже крест на мне поставили. А тут приглашение на экспериментальную терапию в Хрусталь. И вот теперь я такой. Только мне очень стыдно. Есть куча людей без рук, без ног, слепых, хворых, но достойных. Им бы помочь. А я-то что? Я этого тела не заслужил никак. Я теперь буду жить без болезней и проблем 100-2 лет. А другие нет. Кто-то из спецов назвал это синдромом выжившего. А я думаю, что просто не заслуживаю стать высшим существом. Настя,
Помогай. Может, у тебя получится. Пока вы живете в прошлом, вы упускаете свое будущее. А это страшнее любой инвалидности. Я понимаю, о чем вы, правда. Но будущее не включается по кнопке. Иногда хочется от него просто спрятаться. Я не отрицаю, что должен двигаться дальше. Просто мне сначала нужно простить себя за то, что смог. Но я не хочу чувствовать вину еще и за вас. Понижу кортизол на пару минут, чтобы вы смогли уйти. Прощайте. Гармонии зафиксирован частично. Клиент стабилен. Спасибо за участие в программе. Ну, вышло как-то не очень. Ну, хотя бы быстро. Экс. Коровы. Ой, ты тут. Эмоциональное выгорание. Ну, все успокоительное. Мы там этих хануриков утешили как смогли. Открывай ворота. Огромное, блядь, спасибо! А то я уже заебался с ними цацкаться, с этими прозрачными. Все стали нахер такие нежные, как хрустальные. Ну ты понял, да? Хрустальные. Вот я выдал, блядь. Молодец. Дверь открой. Ща, без пи***. Только ты это, военный, учитывай, там из-за суеты нашей уже такой комитет по встрече собрался, что тебе живо филейную часть отстегнут. Так что ты как выйдешь, я назад ворота закрою. Плавали, знаем, не впервой. Ну тогда пока, коллега, и спасибо за помощь. Мир, любовь, гармония, хуй. Вы настоящий Тут сохранялочку, может, кто-нибудь подарит? Да, что-то люди будущего в меня не впечатляют. Вечная жизнь таких загонов не стоит. Но неужели тебя не тяготит факт собственной смертности, майор? Ума не приложу. Как это? Жить и знать, что у этого есть конец. Конец у меня в штанах. А жизнь человеческая тем и ценна, что надо успеть максимум в сжатые сроки. Мотивация. А меня другое больше интересует, Сергей. Ваша жена, Катя, она же фактически бессмертна. Вы не думали, что однажды оставите ее одну? Черт. Так, дамы, давайте потом философию мурыжить будем, а? Так. Дом культуры в размышлении. Младший смотритель. Я, кажется, нашел ответ. Да, преображение изменит сознание наших подопечных, делает их фантазию вторичной, репетитивной. Факт есть факт. Полиморф. Новый не способен создать ничего нового в творческом плане, но зато он может бесконечно въедливо вгрызаться в законы Вселенной, а заодно оттачивать до совершенства уже существующие формы искусства. В исполнении полиморфов нас не ждут новые картины, новая авангардная музыка и литература, однако мы сможем получать идеальный математически выверенный творческий продукт. Шедевральный? Нет. Первосортный? Да, еще какой. Учебники, детские сказки с моралью, гимны или танцевальная музыка – вот чем будут заниматься полиморфы. Да, я вижу парадокс в том, что новые совершенствуют старые. Былые создают новое. Но разве нет в этом спирального великолепия мироздания? Короче, в связи с этим создание ДНК считаю оправданным, а бюджет на него более чем подъемным. Запускайте проект Дома культуры в работу. Куда пойдет будущее? Младший смотритель, ночь меня осенила. Что если шаг в сторону нас? Новых это лишь первый шаг? Не человечества, а планеты в целом. Что если через 100 лет мы объединим коллективно всех людей, а все живое, ту самую ноосферу Земли по Вернадскому, которую во снах мы с собратьями именуем промежутком. До сих пор мы были песчинками разума в океане жизни. Но вдруг мы переродимся не как индивиды, а как планета целиком, и отправимся в бесконечное путешествие, словно боцмановский мозг сквозь пространство. Товарищ капитан сил больше нет с этим Тоттенбергом. Опять сбежал из места рекреации. Обмотался бинтами, орал что-то на древнеегипетском вроде. Приставал к Анине Мун, называл верховной жрицей, хулиганским образом присвоил вещи наших сотрудников. У Коростовцева отобрал галстук, у Авдеева пиджак с карманами, у Голенищева шляпу и трость, а потом вознамерился отнять мои туфли. Я говорю, мне очень жаль, это недоразумение. Это мои туфли, а он рот на пол лица раззязил. Когда орет, недоразумение, это когда Рамзес уничтожил Сирию. Найдите уже управу на него, иначе мой отдел отказывается работать на таких условиях. Не спрашивайте, как он сбегает, я не знаю. Говорит, просачивается вместе с песком. С этим Египтом мы скоро все здесь Тоттенбергнемся. Эпохи Возрождения. Скульптор Мария Ратникова использовала
Боевой. Карате. Каратека. Тут уже спорт с буквой О, сила с буквой И, могила. А, ну да. Ну давайте вот здесь остановимся, да. Все. Теперь все точно. Это было прохождение Atomic Heart Кровь на хрустале. Не забывай подписываться на канал, ставить лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Следить за обновлением канала в социальных сетях. Ссылочки есть в описании. Также в описании есть ссылка на донат. Можете поддержать канал на любую сумму, кому нравится мое прохождение. В группе ВКонтакте у нас проходят конкурсы, где можно получить компьютерные игры на свой игровой аккаунт. Ну и на сегодня все. Всем пока, до будущих стримов, друзья.